Что делать, если женщина вдруг обнаруживает, что мужу приходит смс-ка от другой женщины, смс-ка любовного характера? Да, жена обнаружила, что мужу кто-то пишет. И это явно выглядит как смс-ка от любовницы или от какой-то другой женщины, с которой у него были близкие отношения, слишком близкие. Что же делать? Поговорим про это в этом видео. Сперва напомню, что недавно я сняла видео о том, что в принципе нельзя самой никогда лезть в телефон мужа. Мужу нельзя в ваш. Это все про личные границы, их нужно уважать. Нельзя брать чужие вещи человека и проверять. Да? Это неверно, потому что в этом теряется уважение. А уважение – это основа любых хороших отношений, гармоничных. Но представим ситуацию, когда, например, вы сидите за столом, едите, и рядом лежит его телефон, он сам его оставил. И приходит смс, и на экране видно, что там написано. Вот что тогда делать? То есть вот он факт очевидный. Или, например, еще сфантазируем. Муж пришел, у него рубашка. Он бросает ее в стирку, а там след губной помады. Да, то есть вы что-то нашли. Как же быть? Во-первых, я хочу вас спросить, уважаемые зрители, что бы вы рекомендовали, да, как бы вы сами поступили в этой ситуации. Но я в ответ расскажу, как я это вижу, учитывая свои, естественно, знания по психологии. Я бы рекомендовала, например, клиент меня бы спросил об этом, да, я бы рекомендовала как можно быстрее, не откладывая, идти с разговором прямым, открытым и настойчивым, уверенным и настойчивым. Если это телефон, который лежит на столе, оставить свою еду, естественно, взять телефон, подойти, найти его и сказать: вот прямо сейчас я случайно увидела, потому что ты оставил. Объясни мне, что это значит. То есть, понимаете, если жена лезет или муж лезет, да, из-под тишка в телефон, то вот с таким разговором уже прийти было бы неверно. Но если вы нашли что-то, потому что не искали, а оно само рядом нашлось, то нужно сразу же идти с очень настойчивым и таким достаточно требовательным разговором. И требовать можно такими фразами, да. Я вижу это так, мне кажется так, я очень переживаю сейчас, мне тревожно. Если это так, то я очень зла. Давай проговорим вообще эту тему. Ты как допускаешь себе, что у тебя могут быть отношения какие-то на стороне, пока мы с тобой пара? Для вас это могут быть очевидные вещи, но послушайте, если вы никогда в жизни открыто это не проговаривали со своим партнером, то могут быть разочарования. О таких вещах обязательно нужно открыто говорить. Они кажутся очевидными, это может казаться глупым, но нет, вы будете неправы, если вы ни разу за ваши отношения с партнером не проговорите эту тему. Да, и вот в этот момент сама то это сделать, то есть сказать: слушай, я вот это вижу, мне это кажется, я очень тревожусь, переживаю и злюсь, если это так, давай проговорим все-таки, все точки над «и» расставим заранее или прямо сейчас в процессе. У тебя могут быть отношения на стороне какие-то, да, кроме как со мной, могут быть какие-то отношения, ты можешь себе это позволить? Тут, естественно, мужчина, или переворачиваем, делаем перевертыш, что муж находит и говорит это жене, да. То есть партнер, которого подозревают, у него два варианта. Сказать либо тебе показалось, это не так, и тогда он должен объяснить. То есть вы можете очень настойчиво спрашивать все детали. То есть в такой ситуации обязанность партнера, которого подозревают, пойти навстречу и объяснить все до мелочей. Доказать, показать. Убрать все сомнения, тревоги, показать факты, что это не так. Если говорит «да, это так», это уже другая история. История о том, где нужно принимать решение разводиться или спасать брак. Но здесь напомню очень важную вещь, что спасать брак – это не терпеть, а спасать брак – это идти к семейному психологу. При изменах это обязательно. Ничего вы сами не спасете, если уже изменял муж или жена. Идти к семейному психологу, а там есть определенные интересные процедуры. Когда изменщик клятвенно обещает больше не изменять, берется срок определенный на спасение отношений и делаются очень конкретные техники действия и задачи выполняются. Я рекомендую всегда для семейных отношений метод Джона Готмана. Если вам когда-то пригодится, запомните это слово. Джон Готман, американский психотерапевт, который сделал, на мой взгляд, лучший из возможных методов семейной психотерапии, который реально помогает.
Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Мне очень нравятся ваши вопросы, потому что они помогают мне, собственно, создавать новые ролики. Я от них отталкиваюсь, да, что вам интересно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Заходите в гости в других моих соцсетях, на моей страничке. Оставляю внизу ссылку на Инстаграм и на Телеграм, где я пишу посты текстом и рассказываю там истории из жизни. До свидания.